втором особняке в исторической части Саванны жил человек по имени Ричард Беннет. Этот человек был миллионером, сколотившим свое состояние на гостиничном бизнесе и инвестициях в недвижимость. Ричард после выхода на пенсию решил сменить обстановку и прикупил себе викторианский особняк 1880-х годов. Его любовь к архитектуре и желание прикоснуться к истории решения не обусловили. Он просто хотел создать уютное место для жизни, полное оригинальности и уважения к прошлому. Особняк имел богатую и, как оказалось, трагическую историю. Говорили, что дом обременен множеством слухов о загадочных исчезновениях, тень которых легкой грустью покрывала его еще с позапрошлого века. Одни утверждали, что в определенных местах можно услышать голоса, другие говорили о таинственных огнях в окнах. Но Ричард, будучи рациональным человеком и скептиком, не верил в призраков, проклятия и тем более в детские фантазии. В течение нескольких лет он медленно реставрировал особняк, стараясь сохранить дух викторианской эпохи, но при этом добавляя современные удобства. Реставрация требовала времени и усилий, однако спустя какое-то время дом стал выглядеть удивительно, напоминая о своем славном прошлом. В удовлетворении своим трудом Ричард решал, что это место действительно должно стать его домом. Однажды его сестра в поисках уюта и тепла заняла у него несколько дней, приехав в гости вместе со своей маленькой дочкой Эллисон. 8-летняя девочка была спокойной и задумчивой, она едва ли когда-либо улыбалась. Все чаще она бродила по дому, как будто что-то искала. Ее маленькие ножки тихо ступали по полированным полам, а молчание казалось ей более привычным, чем возможность поговорить. Иногда она подолгу стояла у большого настенного зеркала в коридоре 2-го этажа, неотрывно глядя в свое отражение. За ее спокойствием скрывался какой-то внутренний мир, чувственный и мистический. На 3-й день своего пребывания у дяди Эллисон подошла к Ричарду и, наклонившись ближе, почти шепотом произнесла: «Там, за зеркалом, есть дверь». Его лицо отразило смех, простой, детский и беззаботный, но уголки губ Ричарда не удержали легкую усмешку, и он тоже немного посмеялся. Однако это странное предчувствие, которое он иногда испытывал, побудило его принять решение проверить ее слова. Возможно, от скуки. Возможно, от странного внутреннего беспокойства. Он снял зеркало со стены, обнаружив, что позади него была старая, почти незаметная линия на обоях. Эти вещи стали для Ричарда таинственными, и он с легкостью раздвинул стену, оставляя кусок отделки открытым. Под его руками металл и дерево легко поддались, и за ним открылась узкая деревянная дверь, скрытая на десятилетия. Это было так мастерски замаскировано, что даже в процессе реставрации никто не заметил ничего необычного. За дверью оказался небольшой проход, ведущий вниз по винтовой лестнице. Спустившись туда, Ричард оказался в пыльной комнате, напоминавшей тайное убежище. Внутри не было ничего зловещего, но атмосфера была полна тоски и уединения. Старинные игрушки пылились на полках, потрескавшиеся детские книги лежали в беспорядке, а железная кровать, обтянутая облезшей тканью, казалась абсолютно безжизненной. На стенах висели множество отметок роста, подписанных именами и датами. Ричард подошел ближе к одной из них и увидел, что последние отметки датировались 1904 годом. В его сердце зародилось беспокойство. На полу лежала кукла в стеклянном футляре, как будто ее оставили только вчера. Она смотрела в разные стороны своими безжизненными глазами, вызывая у Ричарда ощущение беспокойства. Позже он узнал, что в 1920-х годах в этом доме пропала девочка по имени Мэри Грейс. Полиция тогда не смогла ничего найти, и дело осталось нераскрытым. Комната за этой дверью, очевидно, была скрыта с тех самых пор, как Мэри исчезла. После того, как Ричард раскрыл это мрачное место, он решил возобновить расследование. Историки и эксперты по зданиям пришли к выводу, что помещение действительно могло использоваться для тайного содержания ребенка. Но остались вопросы.
кем, зачем и при каких обстоятельствах. В этом подвале оставались неопознанные факты, мучившие Ричарда, даже когда он уже закрыл ту дверь. Находка обнаруженных предметов и исторические совпадения не оставляли никаких других сомнений. Это было подлинно. Позже выяснилось, что семья, владевшая домом в 20-х годах, была причастна к нескольким подозрительным событиям, связанным с усыновлениями и сиротскими приютами. С каждым новым открытием Ричард чувствовал, как долина тоски сжимает его сердце. Он не был готов смириться с той мыслью, что в его доме могли происходить такие ужасные вещи. Ричард навсегда закрыл ту дверь, но зеркало так и не вернул на место. Он не хотел накапливать тайны и страхи. Вместо этого он превратил эту часть дома в небольшую мемориальную зону, открытую для исследователей и местных историков, предлагая возможность заглянуть в мрачные уголки истории дома. Он не мог позволить себе оставлять эту часть в тени и молчании, как этот таинственный уход девочки, который больше никогда не должен повториться. Как бы то ни было, Элисон больше ничего не говорила о доме. Она улыбалась своему дяде, когда тот спрашивал ее о досуге, но, казалось, в ее глазах проскальзывало нечто большее, чем просто детская наивность. Она словно сделала все, что было нужно, выказав ту информацию, которую могла бы унести с собой. Она понимала, что не все тайны следует рассказывать. И иногда молчание может быть наиболее значащим ответом. Время шло, и Ричард по-прежнему жил в своем особняке. Он продолжал реставрировать и развивать его. Однако теперь основной фокус сместился с внешней красоты на внутренний мир. Она стала свидетелем многообразия истории этого места. И по мере наращивания новостей и утечек о доме, он все больше становился местом притяжения для истории. Ассоциация с прошлыми загадками только усиливала интерес к этому месту в исторических кругах. И в конце концов особняк обрел славу как объект исторического изучения. Местные школьники и историки не упускали возможности узнать больше об этом доме, и каждый раз их экскурсии заполняли коридоры очередями любопытных лиц. Ричард, хотя и был осторожен, с удовольствием делился открытиями, которые сделал сам. Каждый новый гость, который входил в его дом и останавливался в VIP-секции для исследователей, становился частью нового главы этой неразрывной истории. Но несмотря на этих людей, тени прошлого все равно оставались. Лишь иногда, в тиши своих размышлений, он задумывался о маленькой девочке, которая исчезла. Ее потеря сочетается с историей, которая снова и снова познавала несправедливость. У нее есть все, что хочет убедить людей утешить себя лишь своим желанием увидеть. Однажды, исследуя глубже историю своего дома, он неожиданно наткнулся на фотографии, которые были сделаны еще в 1920-х годах, когда дом был еще в полной красе. На одной из них он обнаружил незнакомую девочку с яркими глазами, которая стояла у зеркала, попирая лужи света за собственным отражением. Эта фотография как будто зацепила его, и ему стало любопытно, что с ней стало. В ее глазах он увидел печаль, которую раньше не замечал. Этот момент не оставил его. В той девочке он уловил часть Ли, которая она, казалось, связана с его Элисон. Каждый день, когда она шла в образах теней в своем молчании, как будто призывала его к доскональному изучению откровения о своей судьбе. Пришло время, когда Ричард решил сам больше узнать о том, что произошло. Он погрузился в изучение архивов, стараясь разгадать головоломку. Он общался с местными историками, искал уцелевшие свидетельства, и каждое новое открытие вызывало у него мурашки по коже. Это не просто история о пропаже. Это было призывом к совести, требующим, чтобы даже мертвые имели свое место в высокоуважаемой реальности. С каждым шагом он глубже погружался в свои исследования. Он стремился узнать правду о семье, которая когда-то жила в этом доме, и о той невинной девочке,
чья судьба была скошена в серых тенях прошлого. И чем больше он узнал, тем больше осознавал, что необходимо не просто хранить память о стороне прошлого, но также и продолжать задавать вопросы, чтобы не забыть тех, кого нелегко запомнить. Однажды, купив необычный архивный материал о другой семье, ассоциированный с их историей, Ричард обнаружил, что в этих записях была затронута другая девочка, дочери той же семьи, которая исчезла. Это открытие открыло ему глаза на целую эпопею пропаж детей, которые потерялись в лесах. Он искал следы вокруг старого особняка, изучая территорию, и однажды нашел странное место, где, казалось, обитало множество неразрешенных скрытых тайн. Ричард не мог остановиться неторопливых шагов, и скоро круг его усилий начал объединять не только его, но и Эллисон. Однажды, когда она снова вернулась в особняк в конце лета, он заметил что-то новое в ее взгляде. Она уже не была той недолго молчаливой девочкой, какой он ее знал. Смотрела на старый дом и искала ответы. А ее стремление узнать больше о его прошлом отразилось в ее глазах. Его эти странные события и эмоции, которые он давно задушил в себе, плавно просочились сквозь стены этого древнего особняка. Вместе они начали раскрывать историю, не имея представления о том, как изменится их жизнь. Теперь они, вдохновившись друг другом, собирались искать ответы на вопросы, которые когда-то оставили их в безмолвии. Можно сказать, их вызов стал частью смелого поиска, раскрывающего неизвестные грани их судеб. Жизнь Эллисон в этот момент стала частью более широкой картины, где ее детские фантазии пересекались с мрачным и таинственным окружением. Ричард и Эллисон становились командой открывателей, и с каждым новым шагом они приближались к разгадке, которая могла бы изменить их профессию и вести дальше. И как бы ни рисковал Ричард, он все больше становился частью той самой истории, которую ненадолго оставили в тенях. Это уже не был просто особняк. Теперь он стал местом, насыщенным легендами, унесенными во времени. Вместе с Эллисон он собирался сделать все возможное, чтобы вернуть девочку, запечатленную в старом доме, потому что он видел в ее глазах, что все может быть трудным и запутанным, но правда стоит того, чтобы ею овладеть.